Всем здорово! Спасибо всем, кто посмотрел первое видео, кто поставил лайк и подписался. Я это ценю, мне это приятно. Спасибо большое. Сегодня мы будем продолжать ту же самую франшизу Сталкер. Мы решили добавить просто декорации к кровососу и добавить еще одного персонажа Сталкер. Вдобавок я избавлюсь от тех ошибок, которые были в первом видео. С каждым разом буду становиться все лучше. Ну, начинаем. Сталкер — серия игры, разработанная украинской компанией GSC Game World, созданная в жанре шутер от первого лица в survival horror с элементами ролевой игры и активен адвентуры. События игры разворачиваются в наше время в альтернативном мире на территории Украины в Чернобыльской зоне отчуждения. Согласно сюжету серии, в 2006 году зона подверглась неожиданному аномальному воздействию, то есть выбросу, в результате которого физические, химические и биологические процессы на данной территории изменились. Появилось множество аномалий, артефактов и мутантов. В идеях игры явно прослеживалось влияние повестки братьев Стругацких «Пикник на обочине» и снятого по ней фильма Андрея Тарковского «Сталкер». Слово «Сталкер» представляет собой акроним Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers, Robbers, что означает на русском мусорщик, правонарушители, авантюристы, одиночки, убийцы, исследователи, грабители. Действие происходит в зоне альтернативной версии зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. После аварии в зоне отчуждения были созданы лаборатории, которым позволили ученые экспериментировать с экстрасенсорными способностями. Их эксперименты привели ко второй катастрофе, вызвавшей физическое и метеорологическое явление по всей зоне, а также к мутации флоры и фауны. Зона изобилует аномалиями, необъяснимыми явлениями, которые не укладываются в рамки физики, а иногда и привычной логики. Огненные столбы, россыпи молний, вихри, разрывающие все, что в них попадет. Аномалии порождают артефакты, предметы с особыми свойствами, такие как антигравитация или поглощение радиации. Люди, известные как Сталкер, проникают на территорию зоны в поисках таких предметов для личного обогащения. Несмотря на то, что большое количество сталкеров работают в одиночку, зону населяют различные фракции, каждая со своей философией и целями. Фракция Долг считается, что зона представляет собой величайшую угрозу человечеству и намерена уничтожить ее любыми возможными средствами. Напротив, фракция Свобода считает, что зона должна быть доступна всем, также и ее группы ученых, которые изучают саму зону и проводят эксперименты на зоне. Вооруженные силы Украины поддерживают оцепление вокруг зоны, пытаясь предотвратить несанкционированное проникновение. Кроме того, подразделения украинского спецназа регулярно проводят специальные операции в пределах зоны, такие как точные удары по сталкерам или обеспечение безопасности определенных объектов. Среди враждебных существ в зоне самые опасные люди и мутанты, многие из них, которые обладают агрессивными и психоническими способностями. У главного героя каждой игры есть свои собственные цели, отличающиеся от фракций, однако им предстоит помочь друг другу. Как правило, конечная цель каждой игры заключается в достижении центра зоны, что осложняется различными угрозами и опасностями, созданными ею. Сталкер Тень Чернобыля 2007 года – первая игра серии. Игрок принимает роль сталкера Меченого, страдающего амнезией, который поручено убить другого сталкера, Стрелка. Сражаясь с врагами и помогая другим сталкерам, протагонист находит улики к разгадке тайны своего прошлого и истинной личности. У сталкера Тень Чернобыля есть 7 концовок. Они зависят от разных факторов: заработанных денег, поддержки определенных фракций, восстановления памяти героя. Сталкер Чистое Небо 2008 года. Вторая игра серии приквел оригинальной игре Сталкер Тень Чернобыля. Игрок принимает роль Шрама, наемника-ветерана. Во время сопровождения ученых в зоне его настигает выброс, но наемника спасает группировка Чистое Небо, занимающаяся исследованием и понимающая природу зоны. В процессе игры игроку предстоит выбирать различные стороны противостояния в зоне, чтобы помочь Чистому Небу достигнуть их целей. Сталкер Зов Припяти 2009 года. Третья игра серии, события которой разворачиваются скорее после события Сталкер Тень Чернобыля. Обнаружив открытый путь к центру зоны, правительство решает взять его под свой контроль. С помощью операции «Фарватер»
в ходе которой они планируют исследовать территорию перед отправкой основных вооруженных сил. Но несмотря на тщательное приготовление, операции проваливаются, а вертолеты терпят крушение. Для выяснения причины аварии служба безопасности Украины отправляется в зону бывшего «Сталкера» майора Александра Дегтярева. Также 13 июня 2021 года была подтверждена дата выпуска «Сталкер-2». Должна выйти она 28 апреля 2022 года. В трейлере игрового процесса на пресс-конференции Microsoft и Bethesda в рамках E3 2021 также выявилось, что игра на выходе будет в Xbox Game Pass.
Приношу свои извинения за то, что запинаюсь и неправильно читаю английские слова, так как я картавлю, и некоторые слова даются в тягость. Я не умею правильно читать на английском, так как я учу немецкий. Эта модель идет как благодарность компании GSC Game World за их проделанную работу, что сказать. Жду с большим нетерпением Stalker 2. Да, я поиграть в него не смогу, но хотя бы посмотреть обзоры проработанной работы. И большое спасибо вам, кто посмотрел мое видео. Это одно из первых видео, пытаюсь. Так что ставьте палец вверх или вниз и приму всю критику, и буду пробовать новые способы. Всем до скорых встреч!